Значит так, друзья, 7 утра. Я продолжаю свой путь к обзору на наше старое с Денисом место. Выбрал это время, потому что я надеюсь, что сейчас никого там не будет. И, на мой взгляд, это самое лучшее время. Сейчас только-только начался рассвет. Там на востоке за горами медленно, но уверенно поднимается солнце. И вы послушайте, какая тишина. И только птицы поют. Это, ребят, действительно здорово. Температура, кстати, достаточно нормальная, где-то минус 4. Днем обещают плюсовую температуру. Но это здорово, это кайф. Почаще выбирайтесь на природу. Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Сегодня у нас на обзоре будет совершенно новый суточный сухой паек армии Германии, разработан специально для Бундесвера. В русскоязычном YouTube обзоры на этот паек я еще не видел, потому что его реально сложно достать. Видел несколько обзоров на английском языке. Достали мы его не без труда. Но опять же благодаря Валерию. Валера — это тот человек, который может достать разные сухие пайки разных стран мира, продает по России и за рубеж в том числе. И у него, друзья, по России самые дешевые цены, так что всем его советуем. Итак, друзья, из-за леса, из-за гор появился солнцелуч. И теперь все это весело светит мне, соответственно, в лицо. Но речь пойдет у нас не об этом. Речь пойдет у нас вот об этом интересном пайке. Что же в нем нового? Да, собственно говоря, абсолютно все. Кто видел наше старое видео, где я снимал обзор в течение 24 часов на старый вариант германского пайка, ссылочка вот здесь, вот посмотрите, там тоже интересно, то если сравнивать старый паек и вот этот новый, изменения, конечно, кардинальные. Прежде всего в упаковке. Потому что в старом сухом пайке упаковка была, ну, прям хлипкая, никуда. Там простой картон, причем тонкий, и он разваливался на раз, два, три. И все приходилось таскать в карманах рюкзака или в карманах того же самого кителя. Здесь все по-другому. Самое интересное в этом пайке — это то, что данный паек для германской армии производится во Франции. Собственно говоря, в той же компании, которая производит пайки для армии Португалии. И если вы посмотрите на заднюю часть этого пайка и посмотрите обзор наш на португальский паек, то если закрыть вот этот крест, по большому счету вы их не отличите абсолютно ничем. И на мой взгляд, это здорово. Наконец-таки немцы пришли к такой форме упаковки. Давайте посмотрим, что же внутри находится. Здесь сразу могу сказать, что пакет плотный. Кстати, западное меню номер 1. Вес данного пайка 1 килограмм 900 граммов. А вот калорийности здесь нигде не указано абсолютно. И я подозреваю, что внутри будет какая-то бумажка. Годен он до 2020 года. Кстати, начали выпускать их в конце или в середине 2018 года. Так, получится ли его открыть как американский МРИ? Да, друзья, не получится. Поэтому возьмем прекрасный ножик, который нам подарили ребята с канала Сердце Тайги. Вскроем пакет и посмотрим, что внутри. Так, внутри нас встречает вот такая вот интересная упаковочка. Это салфетки, здесь 10 штук.
соответственно, соленые бисквиты. Одна упаковка. Сладкие бисквиты. Одна упаковка. Еще, ребята, 2 упаковки соленых бисквит. Пич джем. Персиковый джем. Вот такая вот упаковочка влажных салфеток. Шоколады. Темный шоколад. 25 граммов. Здесь целый пакет с аксессуарами, но о нем, наверное, чуть позже. Еще один шоколад. И, по всей видимости, ребята, главное блюдо, причем оно годно до 2021 года. И это у нас чечевица с сосисками. Вес 300 грамм. 97 килокалорий энергетическая ценность на 100 граммов. Второе основное блюдо — это свинина с рисом. Также 300 грамм, но уже 124 килокалории на 100 грамм. Пакетик немножко отъезжает. Так, еще одни сладкие бисквиты. Господи, еще один пакет с мелочевкой, но этот уже давайте откроем, посмотрим. Тут, по всей видимости, какие-то напитки содержатся. Я не знаю, что обозначает вот это вот цифры, точнее эти цифры, но я их встречал как минимум в португальском пайке, они тоже присутствовали. Так, изотонический напиток с лимоновым вкусом. Что-то благополучно я уронил. Ага, наконец-таки. 4 обеззараживающие таблетки для воды. Еще один. Так, ребята, получается целых 4 изотонических напитка, причем все они лимонного вкуса. Здесь пакетик вот такой вот с жвачками. Сколько их? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Почему не равное количество, непонятно. Какой-то фруктовый батончик. Похож такой на пастилу. Так, еще один джем. Разнообразием, кстати, в этом пайке абсолютно не балуют. Джем тоже персиковый. Еще одна влажная салфетка. О, господи. Так, вот такая вот интересная консерва, друзья. Это фруктовый коктейль. Какое-то детское питание. Крема. Ребят, крем. На английском, кстати, нет нифига. Не знаю, что это такое. Тут дети нарисованы. Бог, может, какое-то детское питание. Ну, что-то вот крем, а что вот крем чего там, я не знаю. Ну, надеюсь, что не для обуви. Так, и здесь у нас какой-то паштет. Швайны, вот швайны прочитал. Короче, свиной паштет, друзья. Вот такая вот маленькая баночка, 80 грамм. И есть еще вот такая инструкция. Надеюсь, вам видно. И тут, собственно говоря, написано, что же содержится в данном пайке. И тадан, есть калорийность пайка. Калорийность данного пайка
Вспоминаем, да, 1900 грамм он весит, 3535 килокалорий, что в принципе для суточного пайка достаточно неплохо. По-моему, большинство суточных пайков имеют приблизительную калорийность, вот именно такую. Все-таки решил я открыть первый пакет с мелочевкой, потому что, честно говоря, меня расстроило отсутствие кофе. Вполне возможно, что как раз таки он находится в этом пакете. Как они любят вот все вот это вот мелкие пакеты. Итак, давайте смотреть. У нас тут как минимум 1, 2, 3, господи, 4, 5, 6 пакетов, друзья, сахара по 8 грамм. Но это, в принципе, достаточно много, на мой взгляд. Так. 1, 2, 3, 4. Целых 4 пакета кофе по 2 грамма. Обалдеть. Куда столько-то? Так, вижу 4 пакетика по 3 грамма. Это, по всей видимости, сухие сливки. Но, кстати, их можно также разводить как простой напиток, то есть молочный делать, как сухое молоко. Никто не запрещает. 2 пакетика чая. И 1, 2, 3. И вот таких вот 4 пакетика соли. Перца я не вижу. И, кстати, я заметил, и ты, мой наблюдательный зритель, тоже, в этом рационе абсолютно напрочь отсутствуют столовые приборы. Раз. И нет беспламенных разогревателей пищи. 2. Вот эти вот пакеты, друзья, не подразумевают разогрев на открытом пламени. Поэтому у меня возникает вопрос. Как? Естественно, в армии Буденсфера есть котелки, в котором можно с помощью вот этой вот Aspid Stove, как называется, да, сухим горючим разогреть сие блюдо. Но это же дуристика на самом деле, потому что тебе придется все это вывалить в котелок и потом разогревать. А смысл данной упаковки как раз таки заключается в том, чтобы есть отсюда. Если же ее разогревать в кипяченой воде, то тоже дуристика получается. Ну, на мой взгляд, не знаю. Напиши, кстати, в комментарии, что ты по этому поводу думаешь. Ну так вот, для того, чтобы разогреть в горячей воде вот эту вот штуку, тебе сначала придется вскипятить воду как минимум. А на это уйдет, ну, достаточно долгое время. Поэтому здесь немцы, конечно, по-моему, лоханулись, если честно. Но, так или иначе, раннее утром, 8-10, кофе у нас есть. Давай приготовим и позавтракаем. Произошла просто трагедия, можно сказать. Пока делал обзор на завтрак, звук не записался. Не знаю почему, микрофон отключился напрочь. Считайте, что перезаписываю. На завтрак я выбрал сладкие галеты. Здесь на самом деле были 4 штуки. Открыл уже вот этот паштет. Это свиной паштет. Самое интересное, что все в немецком рационе, вот кофе, сливки сухие, сахар, друзья, даже сахар, паштет, джем и шоколадка произведены в Испании. Вот так вот. Так что, по большому счету, это испанский завтрак. Итак, друзья, повтор. О чем я говорил. Кофе, тут у меня еще осталось, он неплохой. Он лучше всяких этих вот 3 в 1, которые в пакетиках, там Нескафе, там что там у нас еще есть, Максим там и так далее. Сам паштет очень-очень вкусный. У него очень приятная консистенция, насыщенный, ребят, вкус. Действительно качественный, но вот хоть убейте, не понимаю, почему испанский.
У нас немцы что, перестали производить качественные паштеты? Если смотреть в недалекое прошлое, когда я делал обзор на немецкий рацион питания старого образца, там были немецкие продукты. И паштет там был просто вот такой вот зачетный на самом деле. Сам по себе, как я и говорю, паштет вот этот вот тоже замечательный. Со сладкими бисквитами. Тоже здорово, но он перебивает всю сладость этих печений, бисквитов. Кстати, сами по себе эти бисквиты что-то среднее между печеньем и галетами. То есть они не такие рассыпчатые, как печенье, но и в одно и то же время не такие твердые, как галеты. И, кстати, сами по себе они действительно сладкие. Джем. Я его, как вы уже видите, слопал практически. Потому что джем действительно очень вкусный. И это именно джем, а не повидло. Мы-то с вами знаем разницу между джемом и повидлом. А вот наши иностранные подписчики иногда в этом теряются, когда мы с Денисом, например, говорим: о, да, классное повидло, или о, да, хороший джем. Да что ты, черт побери, такое несешь? Кофе, ребят, с утра. Вроде не так холодно. Сейчас солнце уже начало немножко припекать. Но все равно я как бы немножко продрог. И вот, к сожалению, уже теплый, а не горячий кофе, но все равно греет душу. Про шоколад. Здесь, значит, содержится 25 граммов и 43% какао. Денис всегда говорит о том, что эталоном шоколада в пайках является именно французский, потому что там 65 и доходит до 70, даже, по-моему, 5% какао. И он самый вкусный. И я не могу с ним не согласиться, потому что это так и есть. Данный шоколад он тоже неплохой. Он, знаете, что напоминает? Наш российский горький шоколад какой-нибудь фабрики Большевичка. Что-то в этом роде. Сейчас бы откусить бы его. Вообще прикольно на самом деле. Итак, кратенько уже по завтраку. Как я и говорил, я не любитель плотных завтраков. И вот этот вариант завтрака меня, в принципе, устраивает полностью. Есть сладкое, что поможет тебе быстро восстановить силы. Есть вот своего рода мясо в таком вот виде, да, что тоже здорово. И самое главное, что, в принципе, действительно качественно. И есть кофе, который тебе согреет душу и поможет немножко взбодриться. В целом, вот именно такому завтраку я бы поставил, ну, наверное, на мой взгляд, субъективный, 5. Все качественно, все вкусно на самом деле. Что сам думаешь по этому поводу? И напиши в комментариях, может быть, ты что-то бы добавил из пайка, вот именно в завтрак, то, что ты бы с удовольствием, например, бы съел. Итак, главное обеденное блюдо. Здесь мы видим 1, 2, 3, 4 вот таких вот небольших сосиски. Дофига чечевицы, друзья. Морковка, кстати, тоже в большом количестве. И, ну не знаю, пару кусочков, по всей видимости, это картошка, что ли. На запах, ну, не знаю, честно. Я не любитель чечевицы, но давайте попробуем. Итак, значит, на обед, что я себе выбрал. Ну, во-первых, я разогрел главное блюдо, как ты уже заметил. Подогрел воды для чая, потому что сейчас чай будет как раз в тему. Господи. Пускай пока запаривается, добавим сахара. Сахар нет, не спрессовался, честно говоря. Подумал,
что он спрессовался. Салфетка влажная, надо не забыть. Друзья, какой аромат. Действительно влажная. Пахнет, вы знаете, не каким-то там лимоном, а какими вот там мужским одеколоном, что ли. Очень такой приятный, можно сказать, брутальный запах. Салфетка, кстати, действительно хорошая. Так, у нас еще есть вот такая вот баночка фруктовых консерв и соленые бисквиты. Собственно говоря, что мы и откроем сейчас. Вообще хочу заметить, что немцы в этом плане молодцы. То есть они отошли вот именно от своей упаковки, которая была раньше в рационе, и сделали вот уже, ну скажем так, современную. Хотя американцы, сейчас бы сказал Денис, опять твои американцы, они уже давно-давно используют такую упаковку. Так, и у нас есть изотонический напиток. Что ж, давайте попробуем главное блюдо. Как я и сказал, я абсолютно не любитель чечевицы. И не зря. Это, ну я не знаю, нет. Здесь, ребят, по специям все нормально. Хватает соли. То есть я вот даже на всякий случай себе соль пакетик взял, но его сюда не надо. Достаточно перца. Подлива по вкусу совсем неплохая. Чувствуется морковка отчетливо. Вот эти вот маленькие кусочки, это действительно картофель. Но вот сама чечевица отдает, кстати, немножко кислинкой. Почему, не знаю. Так. А вот здесь косяк. Вот это вот колбаска. Она какая-то бумажная по вкусу. Вот абсолютно безвкусная. И я бы сказал, что качество этих колбас, точнее сосисок, ну, отвратительное. Знаете, что они мне напомнили? Раньше были американские вот эти вот сосиски. Я уж не помню, как они назывались. Wagon Wheels, что ли, или что-то в этом роде. Ощущение, что ты ешь абсолютно безвкусную ерунду, похожую на туалетную бумагу. Вот здесь то же самое. С вашего позволения. Я это доедать не стану. Ну, потому что, во-первых, нет такой необходимости жесткой. Конечно, если бы это были реальные условия, я бы все это съел и даже бы, наверное, не морщился. Но честно, этому блюду в данный момент времени, а мы же говорим как с вами больше сейчас о вкусовых качествах, но тройку, и то с офигенной натяжкой я бы поставил. Вот именно из-за того, что качество вот этих вот сосисок просто отвратительное. Я даже уже не буду обращать сильного внимания на эту чечевицу, потому что кто-то говорит, что она, кстати, полезная. Не знаю, спорить не стану. Но не. Опять же, вот сижу сейчас и думаю, давай поговорим немножко с тобой об этом. Да, форм-фактор самой упаковки в старых рационах питания немецких был другой. Ну, такой же, как у нас, да, в РП, приблизительно так же все было. Но именно вкусовые качества продуктов, практически всех, которые в нем содержались,
было, ну, намного выше. И если сравнить вот сейчас здесь, да, обновили упаковку, да, обновили меню, но при этом качество резко упало, по крайней мере, если оценивать именно вот по этому блюду. И это, на мой взгляд, огромный минус. Возможно, потому что производится он действительно не в Германии, а в Испании. Что очень тоже странно. Паёк изготавливается во Франции, точно так же, как и для португальцев, например. Потому что это французская фирма. Но продукты больше своей массе из Испании. Где логика, непонятно. Ну, собственно говоря, там несколько заводов всего лишь в Европе, которые клепают пайки для всех стран-членов НАТО. Поэтому особо удивляться, наверное, и не стоит. Фруктовый коктейль. Ну, я надеюсь, ну это-то, блин, не испортит никак, а. Тут невозможно, по-моему, это сделать. Вот это, ребята, вкусно. Значит, есть груша, есть персики, есть, по-моему, не алыча, а айва, да? И есть даже вот такой вот виноград. Фруктовый компот очень достойный. В этом обеде, по-моему, вот это вот самое вкусное. Насчет соленых крекеров. Бисквит. Они не такие соленые. Больше чем-то напоминает по вкусу наши крекеры. Но они более рассыпчатые. Я бы даже в наших пайках предпочел бы именно видеть вот такого качества крекера, нежели такие, как у нас. Хотя наши многим нравятся. Мне в том числе, если они свежие. Изотонический напиток неплохой, но мне почему-то он тоже напоминает именно испанский, который содержится в испанских рационах питания. Они их туда кидают, блин, по 4-5 штук в каждый модуль. У них там нет, по-моему, ни чая, ни кофе. Хотя нет, кофе, по-моему, есть. Но везде, блин, вместо там чая или кофе в модуле с обедом и ужином по 4 пакета изотонического напитка. Нахрена, непонятно. В общем так, друзья, по обеду вот это вот непосредственно блюдо полная ерунда. Не из-за состава, а именно по качеству. Фруктовый коктейль 5 однозначно. Бисквиты тоже хорошие. Но в среднем, так как все-таки здесь должно доминировать главное блюдо, я поставлю, ну, 3 с плюсом. Может быть 4. Денис, наверное, бы 4 влепил. Но моя оценочка 3 с плюсом. Кстати, про чай забыл сказать. Чай. Но чай сильно напоминает наш майский. Но наш чай покрепче, что ли, будет. Здесь такой легкий чайный вкус и аромат. Итак, основное блюдо на ужин. Рис с мясом. Ну, риса здесь действительно много. Есть какая-то подлива. А вот мясо как украли. Хотя, ну, небольшие куски, к которым мы привыкли за последнее время с Денисом, выглядит, ну, более-менее аппетитно. Но вот, кстати, вот, пожалуйста, есть достаточно серьезные жилы здесь, да, или что это, сало.
Давайте посмотрим на вкус. Итак, давай попробуем главное блюдо. Так, с первого раза не зашло. Я, честно признаться, не совсем понимаю. Рис с мясом. Рис хорошо проварен, честное слово. Но на вкус такое ощущение, что ты ешь что-то с плесенью. Вот серьезно. Вполне возможно. Не, друзья. По всей видимости, здесь какие-то определенные специи, которые дают вот этот вот вкус. Мясо, кстати, отдельно, по своей сути, безвкусное. Не знаю, сейчас покажу вам. Это кость. Так, короче, вы меня простите, но вкус реально, как будто ты ешь что-то с плесенью. Повторяюсь, блюдо не просрочено. Да. Не ожидал я такого, честно говоря, от немецкого пайка. Здесь какой-то тоже паштет. Это то, что я думал там детский. Он просто по консистенции. Здесь перца до хера. Он по консистенции более нежный, чем предыдущий. Не знаю, нахрена здесь дети нарисованы. Потому что, на мой взгляд, такое детям давать нельзя. Но он невкусный тоже. Я даже не знаю. Вот возьмите самый поганый русский паштет, вот который есть, да, вот который вы пробовали в своей жизни. Так вот этот вот хуже. Кому-то, кстати, печеночный не нравится. Ребята, во. Печеночный намного лучше, чем эта дрянь. Нет. Совсем не то пальто. Вполне возможно, в Германии как бы это нравится людям, он заходит, но... Ого! Где-то вот такую штучку мы с Денисом видели. И если мне не изменяет память, именно в португальском суточном пайке, вот, кстати, на него видео, ребят, посмотрите, точнее ссылка на видео, посмотрите, очень интересный был обзор, да и паек был интересный. Из чего этот пакет сделан-то, ё-моё? Да, вот это вот классная вещь. Это что-то типа пастилы. Не приторный, в меру сладкий. Так, что тут? Финики. Финики и орехи. Не содержит ГМО. Да вон там ГМО уже, в принципе, нормально этот паёк содержит. Друзья, я разочарован полностью.
Потому что, ну, допустим, блюдо, которое было на обед, ладно, если сосиски были говно полное, то чечевица, ну, кому-то же нравится, правильно? Вот это вообще есть нельзя. Это я не понимаю, это херь полная. Паштет здесь тоже на ужин отвратительный. Так, что у нас осталось? У нас осталось 2 пачки соленых бисквит, 1 пачка сладких, шоколадка, Денису отнесу, 3 изотонических напитка, джем персиковый, пробовать не стану, на завтрак ел, да? Так, ну а здесь у нас кофе, сахар, сливки и чай. Что можно сказать? Ну, жвачки еще остались. Но жвачки здесь обычные. Что можно сказать по пайку? Давайте посмотрим, какие есть улучшения. Улучшение — это, естественно, упаковка. Здесь они молодцы. Они сделали совершенно, практически на 100% другое меню. С одной стороны, это тоже молодцы. Теперь по минусам. Столовых приборов нет? Нет. Беспламенных разогревателей нет? Нет. Кстати, друзья, вот на всю эту хрень у меня ушло 1,5 литра воды. А теперь представьте, что вам еще надо это выпить, это надо, это. То есть я даже не могу представить, сколько вам воды надо. Плюс вы должны разогреть. Конечно, можно разогревать и использовать ту же воду для чая, для изотонического напитка, как я это сделал. Но это геморройно. Так, дальше. Беспламенных, как я и сказал, разогревателей нету. В отличие от старого сухого пайка германского, там было тоже дофига напитков всяких и так далее. Но там было разнообразие. Здесь же его нет. Здесь все одного вкуса. И это мне просто, ну, в данный момент непонятно абсолютно. И мне кажется, я вот сейчас вспоминаю, что выбор вкусняшек и всего остального был несколько побольше. Там даже, по-моему, какой-то мусс шел, там были... Ну, тут есть батончик вот этот вот, но там, по-моему, парочку батончиков было. Причем с орехами. Короче, в целом пайку, ну, наверное, тройбан. Да, 3 поставлю. Но именно старый рацион питания по составу и по качеству продуктов мне нравился больше всего, потому что он был одним из моих любимых. Этот, ребята, это нет, это по качеству он уступает, да, практически всем, потому что, ну, ну, серьезно, это вот есть, это нельзя никаким образом. Напиши, кстати, что ты думаешь по поводу этого пайка. Если ты смотрел наше видео со старым германским пайком, сравни. Вполне возможно, что я слишком критично сейчас к нему подошел и ошибаюсь. Но мне кажется, это, ну, херня полная. Мне будет интересно твое мнение. Пиши в комментарии. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся на поляне. Всем пока.